Этери Тутберидзе – одна из самых знаменитых, но вместе с тем и загадочных тренеров в российском спорте. Она интересна всей стране, но так как редко дает интервью или появляется на публике. О внутреннем мире хозяйки великой школы в Хрустальном можно только догадываться. А сколько вопросов есть у фанатов фигурного катания к своему кумиру. Один из личных спонсоров Тутберидзе открыл своеобразную прямую линию. Собрали самые популярные, интересные и необычные вопросы от болельщиков и задали их специалисту. Ответы получились честными и часто неожиданными. Этери, которая признается в жестких поступках, ошибках и размышляет о смысле жизни, это редкое явление. Наши рекомендации для спортсменов носят необязательный характер. Какой самой главной вещи вас научили родители? Все ценное дается с трудом. Потому и ценится. Оцените свою жесткость как тренера, по шкале от 1 до 10. Я не считаю нашу команду или наши методы жесткими или уж тем более жестокими. Поэтому, наверное, я поставлю оценку 3 из 10. Потому что наша система все-таки носит некий рекомендательный характер. Наш накопленный опыт позволяет нам уже видеть, какие задания давать и какие планы строить. Любой спортсмен имеет право как однократно, так и системно отказаться от выполнения задания. Ну а результат, к радости или к сожалению, мы видим налицо. Оценка 10 – это когда, наверное, тренер настаивает на своих заданиях. Мы не настаиваем. Приходим, даем задание, а дальше спортсмен. У нас бывает 7 спортсменов на льду. Из них 3 выполняют задание, а 4 ездят по кругу. Просто потому, что не чувствуют себя в тонусе. Вот, к сожалению, если это одна тренировка, окей. Ничего страшного. Но вот если это становится системой, то уже ничего не будет работать. Есть ли у вас дружеские отношения с учениками? Нет? Дистанцию я держу. Если ребенок хочет со мной пообщаться, посекретничать, я с удовольствием это сделаю, но все равно на какой-то дистанции. О чем вы думаете в конце рабочего дня? Как бы не забыть на работе 2 своих собак и поскорее добраться домой. Какую суперспособность вы бы хотели иметь? Исцелять? Это было бы очень здорово. Физически исцелять. Я думала об этом. Исцелять от болезней, спасать. Молодое поколение очень часто сейчас живет вообще без цели. Опасно ли такое чувство, как гордыня для спортсмена? Если мы говорим о звездной болезни, испытании медными трубами, то я считаю, что это уничтожающе влияет. Не только на спортсмена, наверное, и на тренера. Потому что в какой-то момент человек перестает развиваться. Перестает выискивать в себе недостатки. Чувство собственного достоинства – это немножко другое. Это есть, наверное, и у меня. Но если в спорте гордыня. Что такое в спорте гордыня? Это нежелание общаться со сверстниками. Мне кажется, что такого быть не должно. Лучше всех не надо себя считать. Нужно просто выходить и выполнять. Показывать то, над чем ты работал. И если это приведет тебя к высшей ступени пьедестала, ну здорово. Если ты наработал, и уверен в этом, то, конечно, работа придаст чувство уверенности. Знание, что эту программу собирал 100 раз. Все, что нужно. Хорошая подготовка всегда дает чувство уверенности в себе. И это хорошо. Но это же не гордыня. Нужно быть уверенным в себе, но это обычно закладывается через тренировочный процесс. Но нет, это не гордыня. Юдзуру Ханю, когда был одним из лучших спортсменов в мире, никогда чувства гордыни не показывал, у него его не было. Он со всеми общался на равных. И кланялся уважительно любому спортсмену, если ему нравилось, как он исполнял свои элементы на какой-то тренировке. Это не гордыня. Это спорт, здесь все на равных. Какой совет вы бы дали молодому поколению? Научиться ставить как микроцели, так и макроцели. Пусть это будет на сегодняшний день, на год вперед. Или сразу на 10 лет вперед. И научиться ценить свое собственное время, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Микроцели – это на сегодняшнюю тренировку. Просто сделать максимально все, что я могу.
Собрать те элементы, которые могу собрать. Допустим, тренер дал задание прокатать короткую, может даже с ошибками, но прокатать. Выложиться максимально. И даже если чего-то не получается, но ты выложился максимально, то завтра это даст плоды. А если ты сегодня не доработал, то ты и завтра не доработал. А если у тебя еще и цели нет, то ты просто приходишь бесцельно. Вот это очень плохо. И, к сожалению, молодое поколение очень часто живет вообще без какой-либо цели. Ты иногда их спрашиваешь, а они теряются от этого вопроса. Чего ты хочешь достигнуть? И они так глазами вертят. Я хочу стать великой фигуристкой. Но что это? Как это? Что такое великая фигуристка, и причем тут ты, маленький ребенок, который тут передо мной стоит? В какой-то момент завтра, на которое ты все откладывал, может не наступить. Если вы бы могли дать себе совет в прошлом, имея опыт, который у вас есть сейчас, что вы бы самой себе сказали? Уделять больше внимания своим родителям и баловать. Вот прям абсолютно баловать. Любые хотелки своих родителей поощрять. Потому что это нужно будет тебе самой. В будущем. Как спортсменке, нужно просто оставаться в спорте до последнего дня, пока есть силы. Пока есть возможности и силы. Не надо заканчивать. Потому что вот это чувство нереализованности, оно остается на всю жизнь. Я просто сказала бы себе самой какие-то технические моменты, к которым я пришла спустя десятилетия. Мне понадобились десятилетия, чтобы к ним прийти. Все равно любой путь он занимает время. Я не верю в быстрое становление. Как бы вы описали себя? Я думаю, что я асоциальная личность абсолютно. Я не люблю общество. Я не люблю находиться в толпе, мне не нравится это, поглощает много энергии. И я очень устаю. Моя мотивация к работе – видеть плоды своего труда. Талант или трудолюбие, что для вас важнее? Талант лишь дает человеку преимущество. Как фору над другими спортсменами или людьми в какой-то определенной области или сфере деятельности. Но в принципе все равно, трудолюбие развивает талант. И любой талант погибнет без труда. Талант – ничто без труда. Какой вы бы дали совет совсем-совсем маленьким, юным спортсменам, которые только начинают свой путь в фигурном катании? Они должны понимать, что все, что они делают для себя. И вот если они чего-то сегодня не доделали, или увернулись от задания, возможно, именно этого им не хватит завтра. Где вы черпаете вдохновение в тяжелые моменты жизни? В работе. Ты приходишь на работу, мы опять же говорим об этих самых микроцелях. Что-то получилось. Твой спортсмен чему-то научился. Ты видишь плоды своего труда. Это и есть мотивация к работе. Пусть маленькие цели, но сегодня маленькие вырастут в большие. Какие черты характера, на ваш взгляд, важны для фигуриста? Требовательность к себе, уважение к окружающим и любовь к своему делу. Что вдохновляет вас на создание новых программ? Жизнь? Какие-то жизненные ситуации. Пройденный путь. Ты видишь каждый день, как что-то происходит, и хочешь поделиться своими чувствами через программы, через хореографию, через музыку. И очень здорово, что иногда у нас это получается.